Привет, друзья! С вами Артем Камалетдинов, и сегодня у нас на обзоре портативный гитарный комбо-усилитель от компании NUX, модель Mighty Space. Поехали! Этот усилитель мощностью 30 Вт имеет в себе два 4-дюймовых динамика и, конечно же, как и все современные моделирующие комбо-усилители, кучу функций, такие как возможность загружать свои импульсы, эмуляция гитарных усилителей, их очень много, эмуляция басовых усилителей, куча эффектов, эмуляция акустики. Также его можно использовать как аудиоинтерфейс, загружать свои импульсы, как я уже сказал. И, конечно, как любой современный девайс, вы можете подключить к нему приложение с Android, с iOS, через компьютер и рулить свои собственные пресеты и звуки. Также важно отметить мобильные качества этого комбо-усилителя, его форм-фактор, что вот он такой вот маленький, в нем есть встроенный аккумулятор, который позволяет вам играть в любом месте и не зависеть от электричества. Есть в комплекте такая вот ручка для переноски. Также есть переключатель, это фут-свитч и драм-машина. И самая прикольная история — это трансмиттер для беспроводного подключения вашей гитары к усилителю. Ну что ж, давайте рассмотрим верхнюю панель нашего комбо-усилителя. Ну и сразу скажу, что слушать, как он звучит, и рулить какие-то пресеты мы будем через приложение с телефона. Итак, что мы здесь видим? Вход для гитары. Далее кнопка активации нашего беспроводного подключения трансмиттера. Ручка гейна, ручка громкости. Кнопка переключения пресетов, которая обозначается различным цветом и соответствует разному звучанию. Дальше мы видим, что у нас активировано приложение, активирован Bluetooth. Далее у нас идет стандартные регулировки комбо-усилителя. Это низа, бас, серединка, верха, ручка прессенс, ручка ревера, мастер громкость и тумблер включения-выключения. Ну и теперь давайте посмотрим на заднюю панель, что у нас там есть. Это вход подключения какого-либо внешнего устройства, к примеру, для занятий минуса с телефона, выход на наушники, выход на дополнительный динамик, то есть можно подключить какой-либо кабинет небольшой, регулировка AUX-IN и Bluetooth. Далее у нас вход для USB-кабеля, с помощью которого мы можем работать с данным устройством как с аудиоинтерфейсом и также редактировать и изменять звуки с помощью приложения в компьютере. Два входа для фут-свитча. Один — это для переключения драм-машины и лупа, другой для переключения наших пресетов. И далее у нас совмещенный такой вход — это питание для нашего усилителя. И также, когда у нас он подключен, у нас заряжается аккумулятор нашего комбика. Ну что ж, давайте теперь заглянем в наше приложение, посмотрим, какие есть встроенные пресеты, и попытаемся нарулить наш собственный звук. Как мы уже видим, знакомое предложение. У нас отображается, что это Mighty Space, наш комбик. И первая вкладочка Edit. Вот мы видим различные пресеты. Вот уже 7 штук готовых. Давайте посмотрим первый, что это такое у нас. Ну, такой приятный, чистый звук. Давайте пойдем по порядку, рандомно посмотрим, что у нас находится на 5-м. Там дилей, шиммер еще. Какие-то очень неоднозначные забитые пресеты, немножко странные, я бы даже сказал. Что тут у нас еще есть? Вот, Dual Rect, похоже на правду что-то.
Ну, вот это уже неплохо, но все равно какие-то неубедительные очень пресеты. Поэтому давайте возьмем за основу какой-либо и накрутим прям все с нуля. Вот выбираем третий пресет. Давайте начнем с комбика. Большой достаточно наборчик. Давайте поставим Friedman и сразу отключим. Посмотрим, что у нас тут включено. Выключим все эффекты. Оставим Noise Gate. Да, как вы видите, вот эта иконка включения показывает, что все у нас деактивировано. Стоит кабинет по умолчанию Friedman. Давайте его и оставим. И послушаем, как у нас звучит наш усилитель. Но вот это же другое дело. Во-первых, тут сразу читаемость, все прям собрано по частотам. Я бы даже ничего не подкручивал, чуть-чуть бы прибавил гейна, потому что гейна мало не бывает, как известно, а его хочется еще чуть-чуть, и чтобы это было на 11 побольше. Но тут что-то вот с экраном не очень получается. Во. Кайф, мне нравится. Прям вот Friedman, какой он и должен быть, ну, в формате того, с чем мы работаем. Давайте посмотрим, что у нас тут есть еще из эффектов. RC Booster. Мне кажется, надо чуть-чуть добавить перегруза. Blues Driver. Еще чуть побольше гейна. Наверное, не знаю. И сразу можно, не глядя, повесить чуть-чуть. Давайте хорус, чтобы все было стильно, только не так экстремально. Как-то так, наверное. И ревер. Я прям не слушаю, прям вот мне кажется, что сейчас что-то должно получиться интересное. Ревер. И давайте сделаем, тоже повесим дилейчик. По уровню просто делаем поменьше. И по времени задержки. Так. Тут не очень пальцы помещаются. Ну и давайте теперь послушаем, что это. Нет, эксперимент не удался. Давайте выключим ревер. Вот, дилей классный, а хорус почему-то мало, как будто по значениям. Но, по-моему, неплохо. Только вот с ревером все-таки хочется разобраться. Давайте повесим холл все-таки. Нет, друзья, тут, очевидно, нужен человек с меньшими пальцами, либо у меня как-то экран реагирует не так, но что-то сразу все значения ставятся на максимум. А нам все-таки надо, чтобы был звук читаемый. Ну, вот как-то так. На самом деле тут очень много различных функций. Можно вот добавить эквалайзер, чтобы сделать еще более читаемым звук, или как-то, если вам не хватает функций и возможностей эквализации самого усилителя. В общем, функций много, звучит все очень достойно, я бы сказал. Заводские пресеты, сразу скажу, мне не понравились, какие-то они странные. То есть в предыдущих версиях усилителей линейки Mighty были заводские пресеты очень классные, и можно было сделать что-то удобоваримое прям на основе заводских пресетов. Здесь этого не произошло. Но вот Friedman прям порадовал, поэтому, друзья, пользуйтесь приложением прям сразу и рулите свой звук, и я думаю, что результат оправдает себя.
Ну что ж, давайте теперь заглянем во вкладочку драм-машины и послушаем несколько пресетов и стилей, что нам предлагает Nux. Здесь есть множественное количество пресетов и очень много стилей. Рок, кантри, блюз, металл, фанк, джаз, баллада, поп, регги, элек. Это какая-то электронная история. Давайте рандомно послушаем несколько, потому что их тут реально очень много. Вот вкладочка «Рок», «Стандарт». Ну и стандартные настройки для драм-машины по частотам, мастер-громкость и тап-темпо. Давайте просто для примера послушаем какой-то еще. Вот Rock Mega Drive. Ну, в общем, принцип такой. Меняется тап-темпо, меняется рисунок, вариантов много. Давайте пойдем дальше. Что у нас тут еще? Вот фанк есть, да? Фанк-бонус. Фанк-баунс, простите. Вам бонус Винлайн. Ну, давайте вот дальше полистаем, что у нас тут есть еще. Фанк. Вот фанк баунс. Что это такое? Ну, только для фанка надо все-таки выбрать какой-нибудь чистый пресет. И вернемся обратно. И на нем попробуем что-то сыграть. Ну что ж, я думаю, что с драм-машиной более чем понятно. Давайте пробежимся далее по нашим вкладкам в нашем приложении. И, кстати, хотел отметить, что большой минус за то, что нету тюнера как в комбике на передней панели, так и в приложении. Это не очень удобно, но зато как компромисс и какая-то функция, которых нету в других комиках этой серии, это лупер. И, кстати, если вы помните, я показывал уже, что у нас есть фут-свич, который отвечает за переключение пресетов, так и за переключение лупера. Поэтому это очень удобно. Можете пользоваться им, записывать какие-то ваши идеи, заниматься и создавать свои мини-наброски с помощью лупера. Далее у нас вкладочка с различными минусами и различными артистами. И последняя вкладка — это вкладка наших настроек. Давайте уделим отдельное внимание импульсам. Для этого отключим вообще все эффекты, которые у нас здесь есть, оставим только Noise Gate. Выберем... вот у нас уже выбран усилитель Soldana. И рандомно послушаем какие-либо импульсы кабинетов, которые здесь присутствуют. Вот, к примеру, Marshall. Soldana есть. И давайте посмотрим, что еще. Так, это у нас в конце уже идут акустические басовые. Здесь, кстати, как вы видите, много пустых слотов для загрузки ваших импульсов. Но давайте все-таки вернемся и посмотрим, что есть еще. Вот, Rectifier.
Ну что ж, а давайте теперь послушаем, как звучит наш комбик, снятый стереопарой микрофонов. Ну что ж, теперь выводы по поводу этого комбо-усилителя. Очередной продукт от компании Nux порадовал нас следующими, безусловно, плюсами. Если говорить про форм-фактор, это, безусловно, удобный девайс, который рассчитан в первую очередь на то, что вы будете где-то передвигаться, играть на улице. Очень удобная фича по поводу трансмиттера, что лишних проводов нет, и вы используете еще его как аудиоинтерфейс, аудиоустройство. Это вообще супер. Вы пишете, занимаетесь, вам всего лишь нужен компьютер и либо телефон, если вы рулите звуки. Кстати, по поводу звучания. Мне очень понравилось, что встроенные импульсы звучат очень круто, очень достойно. Есть возможность подгружать свои, как я уже говорил, кучу функций, чтобы нарулить звук под любой стиль. И вообще компания Nux на самом деле с каждым новым девайсом растет вперед. Очень интересно за ними следить и узнать, что они выпустят еще, потому что рынок настолько переполнен, но эти ребята, мне кажется, знают, как нас удивить. Друзья, кстати, пишите в комментарии вообще свое мнение по поводу этой компании, какие у кого есть комбики или другие процессоры, к примеру. Нам будет интересно почитать ваше мнение. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, лайки. Я Артем Камалединов. Увидимся. Там понятно все, в принципе. Из чего состоят у нас обзор? Там понятно все, в принципе. Ну, понятный комбик. Вы так все видите, что тут обозревать? И вешается на плечо, либо держите за ручку. Погоди, на плечо с таким не повесишь. Да, куда? Хотя да. Нет, да, это